Всем привет! И у нас сегодня рубрика «Модель для подписчика». И будем собирать F4F-4 Wildcat от фирмы-производителя Hobby Boss в масштабе 1 к 48. Данную сборку самолета начинаю с кабины. Затем откладываем ее на просушку и приступаем к сборке каркаса для двигателя и шасси. Каркас у нас из трубчатой рамы и склеивается между собой очень быстро и легко. Тем временем две половинки двигателя можно склеить между собой. И дособрав раму, можно отложить в сторону ее на просушку. Для вращения пропеллера устанавливаем электродвигатель в двигатель. Затем приступаем к работе с крылом. Две половинки соединяем между собой, но не склеиваем. Затем проделаем отверстие там, где у нас будет маячок. Разъединяем две половинки крыла и устанавливаем в отверстие оптиволокно для передачи света к концу крыла. Также не забываем установить пулеметы внутрь крыла. Затем переходим к корпусу самолета и работаем с хвостовой частью. На дополнительные баки устанавливаем опору и топливную магистраль. При помощи опор приклеиваем баки на крыло. Собираем колеса и маскируем кабину пилота. В один из баков я буду устанавливать сенсорную кнопочку. К торцу оптиволоконной проволоки приклеиваем светодиод. Все внутренние части крыла у нас собраны и можно смело склеивать две половинки. Заранее проделанное отверстие наношу фотополимерную смолу и высушиваю. Так как смола прозрачная, то это у нас будет еще один маячок сверху крыла. Перехожу снова к фюзеляжу и устанавливаю разъем для зарядки. К разъему подсоединяем плату зарядки, а к плате зарядки подсоединяем аккумулятор. И как сэндвич склеиваем между собой внутри фюзеляжа. Внутренние элементы в фюзеляже у нас уже установлены и можно смело склеивать две половинки вместе. Нижнюю часть фюзеляжа мы пока не приклеиваем, а приклеиваем два крыла с обоих сторон. Также не забываем приклеить к корпусу самолета заднее опорное колесо. Затем грунтуем шасси, двигатель, пропеллер и переходим к их покраске. Внутренняя часть кабины у нас имеет защитный зеленый цвет. Шасси красим в алюминиевый цвет. Двигатель в темно-серый. Пропеллер покрываем черным цветом и оконцовку пропеллера покрываем желтым. С помощью черной смывки выделяем шасси и внутреннюю часть двигательного пространства. Затем раму шасси устанавливаем внутреннюю часть фюзеляжа, а кабину приклеиваем на свое место в верхнюю часть фюзеляжа. Добавляем желтый цвет на пропеллер. Так как все элементы у нас уже собраны, то пробуем запустить электрическую часть. Попытка получилась неудачная. При подключении электродвигателя отключаются световые приборы. В ходе измерений выясняем, что сенсорная кнопка не выдерживает электродвигатель. Поэтому, чтобы держать большую нагрузку, было принято добавить MOSFET. Но в этом случае результата положительного я тоже не добился. MOSFET открывался только с 4,2 вольта. И чтобы все заработало, нужно будет добавить DC-DC преобразователь повышающий. Его я выставил на 4,5 вольта, подключил к аккумулятору и установил заднюю часть корпуса. И уже по цепочке от одного к другому элементу подключаем всю электрику вместе. Закрываем глаза, нажимаем кнопочку и все заработало. И уже смело можно устанавливать нижнюю часть фюзеляжа на свое законное место. Перед окончательной склейкой корпуса и двигателя проверяем работоспособность. Устанавливаем выхлопную систему и закрываем топливные баки. После высыхания клея проверяем еще раз работоспособность. Сенсорной кнопочкой я, конечно, косячнул. Я ее приклеил сенсорной стороной к крылу.
но это на работоспособность не влияет. Закрываем отверстие, которое нам не нужно закрасить, и переходим к грунтованию. Грунт у нас от фирмы Pacific. Краска серая и серо-голубая у нас тоже от фирмы Pacific. Серая краска у нас нижняя часть самолета, а верхняя часть у нас серо-голубая. С помощью скотча выделяем ту часть, которую мы не должны закрасить. И уже после маскировки приступаем к покраске верхней части. Ну, естественно, когда я приступил к покраске верхней части, я вспомнил, что у меня имеются светодиоды. Светодиоды имеют свое свойство просвечивать через пластик. Поэтому я нанес черную краску на тех местах, где будут светодиоды, а потом уже красил сверху серо-голубым цветом. Удаляем наши маски скотчем от самолета и удаляем их обязательно под острым углом, так меньше вероятность содрать краску. Те отверстия, которые мы закрывали, их освобождаем. Приклеиваем шасси на свое законное место. Наносим первый слой лака, для того, чтобы можно было нанести смывку и декали. Согласно схеме наносим декали на крылья, корпус и пропеллер самолета. С помощью витражной краски выделяем красный и зеленый маячок, или же аэронавигационные огни. Декали у нас подсохли, и можно смело наносить финишный лак. Финишный лак у нас эмалевый от Tamiya. Лак у нас подсох, и с помощью полировальной пасты начинаем выравнивать поверхность. На место осталось посадить только пилота и закрыть его кабину. А затем снова вам предлагаю продолжить традицию. В комментариях напишите, какую модель хотели бы. Обязательно учтите, что модель должна продаваться. И приблизительно через месяц, может чуть побольше, узнаем, кому будем собирать следующую модель. А данная модель самолета у нас отправляется Вадиму Григорьеву. Прошу вас выйти на связь и написать мне на почтовый ящик.